мы снова отправляемся на Кавказ. На этот раз начало нашей охоты в Карачаево-Черкесии. Мы едем охотиться на кубанского тура. «2 октября 2022 год. Начало охоты на кубанского тура. Как настроение?» Супер. Первая горная охота. Первая Первая. из первых. Да. Хороший план. Как обычно, перед охотой мы пристреливаем ружья. На охотах на Кавказе вовсе не лишним окажется умение держаться в седле. Сейчас вот крутой подъем будет. Еще. Так еще и не было ничего. Да, нормально, да. Так, вперед его. Да, вот здесь. Вперед, вот так, тело, подъем. Поехали, мальчик, блядь, жадный. И подгоняй его. Шел. Бутылка упала у тебя. Бутылка упала. Бутылка у тебя упала. Чё? Ебана. Подгоняй его. Наш палаточный лагерь в этот раз мы расположили на гребне хребта. Отсюда мы будем наблюдать и осматривать близлежащие ущелья в поисках туров. Но первое, что попалось нам на глаза, это кавказский благородный олень. В конце сентября, начале октября у оленей все еще продолжается рев. Нам повезло наблюдать это грациозное животное. На данный момент охота на благородного оленя в Карачаево-Черкесии закрыта.
погодой нам в этот раз, конечно, сильно не повезло. На протяжении недели постоянно дул шквалистый ветер, шел дождь, и горы были затянуты облаками и туманом. Это, конечно же, мешало охоте. Без ясного обзора в горах даже бесполезно куда-либо двигаться. Ведь животные могут быть буквально за соседней сопкой, и можно просто спугнуть их. Но мы все равно не сдавались. В любой удобный момент, в просвет между туманами, мы выходили на гребень. И порой даже видели туров на отдаленных склонах. Но потом горы опять накрывала пелена, и мы возвращались в наши палатки. Доброе утро. Третий день дождь идет. Там, где стояла моя палатка, образовалось небольшое озеро. Таких случаев мы что-то не припомним на нашей практике. Да. И все-таки в один из просветов нам улыбнулась удача. Мы нашли тура-одиночку. Спокойно, дышись. Охота пришла прекрасно. Мы уже думали, еще надо продлять охоту, потому что 5 дней дождей, град. Сидели в палатках, пару раз выходили все на охоту ненадолго. И вот тут просвет получился. Выскочили, увидели вот этого красавца. Волновался. Первая горная охота, волнения были очень сильные. Вот. Пробежали по скалам. Волновался, прицелился, успокоился, выстрел. Он скатился немного, и вот мы подошли уже к вечеру, нашли расстояние 300 метров было. 300 метров, угол был 20 градусов вниз. Первый раз тоже стрелял на такое расстояние.
готовились на 200 метров стрелять с Рустамом. Ну вот, получилось, как получилось. Ощущения были просто незабываемые. Самая лучшая охота в моей жизни. Первая горная охота. И, надеюсь, не последняя. И просто супер. Большое спасибо Максиму за организацию. Парням, думаю, Вовавнам. Вот. Очень надеюсь, что у меня друг Рустам отстреляется в ближайший день-два. Вот. Выстрел был по лопатке, как учил отец мой. Спасибо ему, что привил любовь к охоте. Так что горы просто великолепные. Я влюбился в горы первый раз в горах. Вот. Но очень тяжелая, трудовая охота, незабываемая. Еще раз спасибо Максиму. Несмотря на то, что погода стала вроде бы налаживаться, нам так и не удалось с Рустамом добыть тура. Все, что мы видели, было либо небольшими, нетрофейными турами, либо было слишком далеко для выстрела в условиях постоянного порывистого ветра. Рустам уезжал без трофея, но с кучей впечатлений. Ему на смену приехал следующий горный охотник. К сожалению, Рустам не взял тура, погода не позволила вообще никак. Дожди, туман, снег, ветер. Жесть. Будем с Сашей стараться. У нас по-прежнему стакан наполовину полон. Да. Мы не отчаиваемся. Сегодня какое октября? Я не знаю. 11, Сегодня по-моему. вторник, были. это я точно помню. Да. 11 октября. В левую Рустам. руку, в правую шашку. Ни пуха, ни пера. Давай, брат. Давай, хорошей дороги. Хорошей дороги, да, это самое. Не гони. Лучше это самое, поспи уставшим, чтобы не ехать. Давай. Не поминай лихом.
второй. Попал. Все, есть. Готов. Готов. Класс. Ну что, отличный трофей, куча эмоций, впечатлений. 2 дня добирался. Самое, наверное, долгое, продолжительное время в моей практике. Казалось бы, недалеко, но добирался 2 дня. 2 дня ждал такой потрясающей погоды, чтобы увидеть эти горы. Друг другу хотя бы увидеть, по-нормальному. Сквозь снег, сквозь буран, сквозь дождь и туман. Вот первый день погоды, сразу повезло. Буквально на днях вот с ребятами обсуждали, что стакан наполовину полон, и он наполовину пуст. Решили, что он у нас наполовину все-таки полон. И тоже обсуждали такой момент, что нужно свою дорогу от трофея к трофею нужно пройти. Нужно преодолеть определенное количество километров по прямой дороге, по трассе, определенное количество по вертикали, не побоюсь этого слова. Вот. Определенное количество выстрелов сделать. Ну, в общем, проделать определенное количество работы. И только в этом случае трофей будет, опять же, это по моему мнению, в этом случае трофей будет вот по-настоящему, его можно будет назвать трофей с большой буквы. Это не только длинные рога и там толстая шкура или там длинная шкура, не важно. Но это еще и эмоции, которые мы испытываем после того, как его добываем. Поэтому этот трофей точно с большой буквы. Ребята, спасибо вам большое. Настоящие профессионалы. Только погоду Небесная канцелярия нам организовала, и ребята организовали нам потрясающий трофей. Спасибо вам огромное. Ну и тебе большое тоже спасибо. И прости меня. Спасибо. Пьяную барганить печеночку. Свежачок. В начале ноября мы опять заехали в горы Западного Кавказа, уже с американским охотником на кубанского тура. И эта охота также оказалась не из легких. Все идет.
This is the best fun ever. Куда туда уходит? Moving to the left. Right in the front of the nose. Huh? Right in the front of the nose. You shot to the left. It's about 500 right now. He's. I don't see him. They're getting closer. Understand? So what are you gonna do? Should we wait? No, I mean, what are you gonna do when they're getting closer? Should we wait? You. But tell when you're gonna shoot, okay? Don't shoot. Не на нас, сильно не его стиль. The one who left behind, you see? He stands right now perfect. He stands perfect right now. You could not find them? He's got his head down, right? Yes. Kind of behind the gray rock. Yes. This one. Yes. This one. Nobody move. We don't move. Сейчас стрелять будет. Yes. You got him. You got him. Был. Попал. Попал. Он вниз пошел. Все, он попал. You got him. Не упускаю. Что-то уверенно идет. Блин, ну попал же он так. Не, он не гонет. Блин.
попал в него. Шлепок был. Был, я видел, что он под это самое подскочил аж. Сейчас будем смотреть. Должен встать. Да. Ой, куда он попал, блядь. Да как же так-то, он же, блин, подскочил весь. А куда его на 100 метров с картечью подводить? Got it. Нормально. Поздравляю. Макс, я рад, что хоть ты, блядь, потом к тебе приехал. А ты к нам. Ох, блин. Ну, трудовая. Это просто. второй, я смотрю, бля, думаю, может второй. Они же двое заскочили. Ну да, Думаю, да. может, тот до турок отбился, бросил этого. Look at the bases. Oh. Shit. Max. What a trophy. It's 7th of November, and we're in the middle of the Caucasian Mountains. And I'm here with Max from Professional Russian Outfitters in the middle of the Russian Federation. Russia proves to be one of the greatest hunting grounds left in our world. And I've been here with Max now on my third or fourth hunt. He's a top operator, 100% always working for you, always making the best of it. This hunt has not been easy. We've encountered difficult weather, snow, ice, winds, 50 miles an hour, fog, ice storms, everything you can imagine, we've encountered it. And as you can see, the mountains here are not gentle. They're very, very steep and they're rugged. And if you're not in shape, you will be by the time you finish your hunt, that's for sure. Every day we're climbing 1,400 feet vertical every day. And we're hunting at 8, 9, and sometimes we've been at 11,000 feet in elevation. This is not just to go drive up and shoot a tour. You earn your animal here. But I have to thank Max and Professional Russian Outfitters for putting it together. And I'll tell you, they're professional every day. They do their best. And we're on the last day of the hunt here today, and that's what it took to get the job done. And they pushed all the way to the end. Max, thank you, and I appreciate you and all that you give us, me, and the hunting community. Thank you, Max. Thank you so much. You're welcome to be here in Russia. Thank you for having me. Thank you. Front. This rock in front, yeah, called Ugly Face. What the you, man? Далее мы перенесемся в Кабардино-Балкарию на охоту на среднекавказского тура. Ах, выше, по-моему. Или попал. Год назад нашему постоянному клиенту Альберту Чебухчану не удалось из-за промаха добыть трофей. Но он снова вернулся для достижения заветной цели. Не, слева там 2. Ты не туда смотришь, ты вон левее смотришь. Вот такой. Какой, блядь?
пасутся. Вот они сейчас открытое пространство. Мы у них как на ладони. По-другому никак. Как-то. Ты не видишь? Классно вообще. Там метров 300. Стрелять можно. Там полка, все, можно лечь. Сейчас ложимся на полку, позицию занимать. Они же стоят. Они вот там же, на том же месте. Вот с этого места. Да, вот. Иди сюда. Али, не надо туда идти. Иди сюда, вот отсюда стреляй. Вот. Совершенно верно. Над камнем, под камнем проходит другой. Да, чуть-чуть. Он сейчас голову поднял. Да, смотрит на нас. А который из них? Смотрит на нас. Смотрит на нас прямо. Нога соскользнула опять моя. Ногу видишь. Вот сейчас боком стоит. Боком стоит. Вот пошел. Он в толпе, да? Сейчас он зашел за другого. Да. Сейчас зашел. Да, вот сейчас его отходит другой. Решай сам, если готов. Мы готовы. Подожди, ты пока. Голову сейчас поднял. Подожди. Да я тебе здесь какая-то. Да ветра практически нет, от нас ветер. Дай тот чуть-чуть нижний отойдет, или тот выйдет. Чтобы в живот не стрелять. Да. Вот тот открылся. Открылся, да. Это что такое? Осечка. Он как бы на штурм повернут стоит. Посмотрел, смотрит на нас. Да. О, попал, ничего себе. Все, Вот свечкой. Вот это да. Вот это красота. Он подлетел, ты ему это в легкий засадил сильно. А? Все, да, упал, улетел вниз он, Молодец. все. Давай. Поздравляю, Алик. Молодец. Красавец. Молодец. Метра два подлетел свечой. Да видел, как свечой встал, да? Легкий сам засадил. Ох, класс. Молодец, Алик. Да, что надо выйти посмотреть. Че, не добило? Нет, не довел. А, не довел просто. Ну, вообще класс. О, вот это тренировки, да. Слушай, сколько расстояние? 670 метров. 670. 26 градусов. Ну, красота. Это он взлетел. Ну что, взяли среднекавказского тура.
Высота у нас сколько? Где-то 3? 3000 метров. 3-300, да, где-то? 3,060 было вот где он остановился. Ну, где я мы его столкнул. стреляли где-то около 3, чуть ниже 3, наверное, было. Да, да. Выстрел 670 метров, 27 градусов. Хороший выстрел, хорошая охота, тяжелая довольно, пока дошли сюда. Спасибо всем, организатору Максиму спасибо, вот тут не в кадре у нас Шахман, Ахмат, спасибо всем, без них ничего бы не получилось. Я-то что, меня довели, я стрельнул. Ну, стрельнуть тоже надо, но за такую охоту спасибо. Ну как довели, довольно далеко шли, перепад высот большой был. Мы, наверное, где-то с 2500, наверное, да, поднялись до 3. Ну, в общем, прилично расстояние прошли. Ну, тем не Считаю, менее, да. главное, что все в итоге удачно. Главное, удачная охота, удачный результат, хороший Да. трофей, все довольны. 12 лет туру. Давай поднимем его. Оп, покажем. Вот такой красивый тур. 12-летний. Отличный. Поздравляю. Спасибо Альберт, большое. молодец. Великолепный выстрел. Очень все здорово получилось. Спасибо. Классно. Спасибо. Шахман принес с собой. Достают И- по случаю. Да, мы сейчас сделаем поглоточку на краях, как говорится. Поздравим Альберта и почтим память вот этого замечательного тура, который дал нам возможность, порадовал Альберта и теперь поедет в Мытище Да. и займет достойное место в коллекции горных Достойнейшее достойнейшее место, место да. в коллекции горных трофеев Альберта Чебухчана. Да. Один из самых лучших экскурсоводов горной охоты. Спускается с Петюбаши, несет голову 12-летнего рогача.